Петербургские ученые придумали, как накормить северян свежими овощами и зеленью местного производства. Растениям не нужна привычная почва. Такие своеобразные теплицы уже дают богатый урожай в самых северных точках страны. В агрофизическом институте научились выращивать овощи не только без почв, но и без солнца. Привет! В сегодняшнем видео я не буду рассказывать про электрокары. Я в Питере, в одном из самых красивых городов нашей планеты, и меня сюда позвали друзья, которые занимаются искусственным освещением. В чем прикол, спросите вы? Много кто занимается освещением. Прикол в том, что освещение, которое делают мои друзья, не имеет аналогов в мире. Свет максимально приближен к солнечному, а работает оно годами. Мои друзья не остановились на изобретении и запуске продаж своего освещения. 8 лет назад они скооперировались с питерским НИИ и с чехами и начали работать над так называемыми зелеными фермами. Что это такое? Это крутой свет, умные технологии, и в условиях ограниченного пространства получается собирать рекордные урожаи овощей, фруктов и других растений, разрешенных на территориях таких государств, как Польша, Чехия, Таиланд, некоторые штаты Соединенных Штатов в Америке и, конечно же, в Канаде. Так вот, в этом видео я задам вопросы, которые интересны мне, и, надеюсь, специалисты, работающие с моими друзьями, ответят на них простым, понятным мне и вам языком. Посмотрите это видео до конца и напишите, что вы думаете про эту технологию. Я собираюсь участвовать в проекте открытия завода на территории Европейского Союза и ищу единомышленников, которые так же, как и я, вложатся в этот проект. Значит, процедура будет следующая. В Гонконге открывается компания. Акционерами этой компании, в зависимости от внесенных денег, становятся все желающие. Дальше эта компания инвестирует в европейскую компанию, и, соответственно, получает дивиденды и прочие хорошие ништяки от деятельности этого производства. Меня зовут Глазков Вадим, и я являюсь разработчиком и руководителем производства компании Teslar. Сейчас мы делаем замер традиционного светодиодного светильника. На экране спектрофотометра мы видим его спектр с двумя пиками в синем и желто-зеленом диапазоне. Цветовая температура 6000 Кельвина, индекс цветопередачи 73 Ра. Сейчас мы делаем замер нашего светильника со спектром максимально приближенным к солнечному. Потребляемая мощность светильника 30 Вт. Здесь мы видим спектр с полностью срезанной фиолетовой частью и частично синяя часть диапазона. Цветовая температура 5300 Кельвина, индекс цветопередачи 97,7 Ра. Данный светильник проектировался специально для человека. Мы не планировали и не будем планировать заниматься патентованием изделий, потому как международное воровство патентов гарантирует нам то, что формулы и технологии будут украдены на этапе патентного поиска. Поэтому все технологии и составы будут храниться исключительно в режиме коммерческой тайны. Мы прорабатывали Европу в силу тех обстоятельств, что Европа, она близко к Санкт-Петербургу. К нам приходят письма, поступают разместить свое производство, в частности, Пакистан, Исландия.
но пока мы остановились на Польше. В силу того, что Польша динамично развивающаяся страна, государство выделяет особые преференции по налогам, освобождение до 10 лет от налогов на прибыль. Наши разработки и наши технологии обещают ввести в национальные программы по здоровью. У меня довольно большой опыт руководства производством. Я попал на завод еще мальчиком, 16 лет, и так до сих пор связан тесно с производством. И неважно, в какой области бы это производство ни находилось. Но вот последние 12 лет я занимаюсь светодиодами и связываю свою дальнейшую жизнь с их разработкой и производством и внедрением во все области жизни человека. Проще значимые объекты перечислить. Это Англия, госпиталь в Ноттингемшире, это Израиль, Ашдод, это достаточно большое количество по России установлено наших светильников, Америка, Нью-Джерси и Канада. У нас впереди есть разработанные прототипы лазерного освещения. Это лазерные светильники с очень высокой степенью экономии электроэнергии и предназначенные в первую очередь для освещения промышленных цехов высоких, портовых сооружений, спортивных сооружений, которые позволят экономить огромное количество электроэнергии и которые будут иметь десятикратное время жизни по сравнению даже с нынешними светодиодами. Наша гордость составляет еще тепличные комплексы. Вот одна из значимых работ. Фитокомплекс установлен в Антарктиде на станции «Восток». Они в 5 раз превышают те, которые можно вырастить в традиционных теплицах и имеют операционную стоимость в 2 раза ниже, чем самые лучшие американские технологии. Тепличные комплексы мы планируем разрабатывать автономные для людей в каждую квартиру, для поселений северных, арктических регионов, для военных гарнизонов, геологоразведки, очень всеобъемлюще. И мечтаем, конечно, попасть в космическую программу и надеемся, что наши фитокомплексы когда-нибудь попадут на орбиту. В свое время мы прорабатывали северные страны из-за их нахождения в близости к полярному кругу. В последнее время климатические изменения настолько сильно затронули и южные регионы, когда летние температуры выжигают все живое на Земле, и урожайность очень сильно падает, мы получаем письма с просьбой разместить свои технологии у них в стране. В частности, это Пакистан, Индия. Если будет в том необходимость и будут поступать предложения, мы готовы разместить свои технологии и содействовать их развитию в тех странах, которые нам будут содействовать в этом. Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Мы занимаемся электромонтажом, переосвещением больниц, школ, садиков, освещением улиц, садов, поселков, заводов и прочих объектов. Также наша компания является аккредитованным партнером компании Teslar. Мы получаем массу положительных отзывов и благодарностей за высокие потребительские свойства и длительный срок эксплуатации. Также за безопасность использования наших изделий человеком и экологией планеты. Там, где мы повесили светильники Teslar, мы ни разу не возвращались туда, чтобы их заменить. Свет Teslar – это эволюция в освещении. Мы на рынке с 2009 года и впервые сталкиваемся с высоким уровнем качества и инновациями в сфере освещения. Особенно уникальные инновации, то, что свет диода становится ближе к Солнцу, в солнечном спектре. За период работы с компанией Teslar мы поняли, что компания всегда выполняет свои обязательства своевременно и качественно.
К примеру, бассейн. Для того, чтобы заменить освещение в бассейне, нужно слить воду, вызвать специализированную организацию, такую как мы, и заменить. Это накладывает трудности для потребителя. Также поселки. В поселке перегорел свет, нужно вызывать верхолаза, который умеет забраться на столб. Зимой, например, кому хочется в 2 часа ночи менять освещение, если необходимо. Вот, такие бывают довольно-таки часто. Даже на даче, если у вас есть освещение на даче, вам нужно брать лестницу, стремянку, если перегорело, забираться наверх. Также промышленные комплексы. Мы работали на производствах. Например, работают огромные машины опасные. Если человек туда упадет, ну, естественно, нужно использовать специальное оборудование для того, чтобы подняться наверх и заменить светильник. Специальные средства подмащивания. А бывает в каких-то случаях надо вызывать альпиниста. Компания Teslar ставит освещение, которое работает очень долго, очень изделие качественное, поэтому вам не нужно будет тратить деньги, время на замену. На основании разработок Teslar мы планируем переосвещение детских садов, школ и больниц. Это очень важно для здоровья человека, потому что здоровье-сберегающие изделия очень важны в нашей жизни. Мы заботимся о наших детях, о нашем будущем, будущее поколений. Это очень важно. Вот. И всем рекомендую разобраться в этом вопросе и понять, на самом деле, для чего это необходимо. Что не все просто так. Кажется, свет есть в каждом доме или в каждом садике. Мы много проводим времени и об этом не задумываемся. Как это влияет на наш организм, на наши способности мыслить, решать какие-то задачи, вот, отвлекаться на что-то. Мы, может быть, на что-то отвлекаемся, даже не думаем, на что мы, а мы устали или раздражены. А это может быть просто из-за плохого освещения. Ребят, меня убедили специалисты, которые работают с моими друзьями, и я собираюсь поучаствовать в этом проекте, а именно в открытии завода на территории ЕС. Мы собираем 2 миллиона евро, чтобы воплотить эту мысль, этот проект в жизнь. Наверняка у вас есть хорошие идеи или критика к тому, что вы увидели и услышали. Напишите все, что вы думаете, в комментариях. Хорошие мысли порадуют всех участников проекта, а плохие мысли и критика помогут улучшить проект. Для меня участие в проекте – это возможность воплотить настоящую мечту в жизнь. Получение полезных, безопасных и правильных продуктов питания из ящика, который стоит у меня дома, это правда мечта. На этом все. С вами был Степан и канал Urban Electric. Пока.